Let's make a one-pot salted caramel cheesecake with just 5 ingredients. Crush up digestive biscuits, then pour them into a ramekin and mix with melted butter. Next, whisk together cream cheese, icing sugar, and salted caramel sauce until combined. Then scoop it onto the base and smooth it out. Pour melted salted caramel sauce over the top and smooth this out. Then decorate with little fudge pieces and a sprinkle of flaky sea salt if you wish, and pop it in the fridge. It's so creamy and it tastes so good. Enjoy! لو قاعدين لوحدكم ومكسلين وعاوزين تاكلوا حاجة كده حلوة سريعة يا دوبك على قدكم بس، هنعمل كيكة شوكولاتة غرقانة شوكولاتة سريعة جدا في دقيقة واحدة بس. هنحتاج مج كده من مجات الشاي او مجات النسكافيه او اي طاجن. هنحط معلقتين كبار من الدقيق، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الكاكاو، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه من الملح، ونقلب المكونات الجافه كده، معلقه من الزيت، 3 معالق كبيره من الحليب وممكن ميه، ربع معلقه من الفانيليا وممكن مش لازم فانيليا. هنقلب وده قوام الخليط شايفينه. نضفت الحروف بتاعه المج كده علشان خاطر بس ما يتحرقش مني. هنحط في النص كده معلقه كبيره من النوتيلا او قطعه شوكولاته، وده كله اختياري، ممكن من غير نوتيلا ولا شوكولاته. هندخلها الميكرويف لمده تقريبا 50 ثانيه لدقيقه. لو هتضاعفوا المقدار هيبقى دقيقه تقريبا، دقيقه و10 ثواني وبس كده. رشه من السكر البودره للتزيين. بصوا بقى النوتيلا بتبقى سايحه كده وطعمها رهيب مع الكيكه، سريعه وهشه واحلى من اللي بتتعمل في الفرن كمان. جربوها بعد الفيديو وقولي رايكم فيها. Готовив такую слойку с малиной, вы точно почувствуете себя кондитером. Размороженное бездрожжевое тесто нужно нарезать на полоски и закрутить в косичку. Растягиваем в жгут подлиннее и закручиваем, как на видео. Для аппетитного румянца смазываем всю слойку яйцом. Этот вкусный заварной крем-пломбир я уже много раз показывала в рецептах, а как его сделать, напишу в описании. Сварить такой крем несложно, главное не допустить комочков и дать ему хорошо остыть. Слойки получаются очень красивыми, а крем в меру сладкий. Отсаживаем его в центр булочки и выкладываем любимые ягоды, у меня это малина. Получается нереальная красота, это очень вкусно. Ваша семья, ваши гости, все будут в восторге, и вы в том числе. Угощайтесь! Эти слойки пекут сейчас в каждой пекарне, а я их уже готовила. Заварной крем в таких булочках готовится очень просто. Яйца с сахаром и крахмалом нужно перемешать и влить в кипящее молоко, а после добавить сливочное масло. Такой крем должен хорошо остыть, поэтому можно испечь слойки. Разрезать проще всего полуразмороженное тесто, и формочки у вас получатся покрасивее. Посмотрите, как классно нераскатанное тесто поднимается в духовке. Осталось только отсадить заварной крем и выложить свежие ягодки. Смело внутрь можете добавлять и любимый джем, тоже получится очень вкусно. Для блеска я покрыла глазурью и подала к столу. Это очень вкусно, точно лучше, чем в любой пекарне города. Обязательно попробуйте. Недавно я показывала, как пекла такие слойки со взбитыми сливками и клубникой, и вы просто разорвали мой директ. Начинается все с бездрожжевого теста. Я его разморозила, не раскатывая, разрезаю на 4 части. Нужно смазать уголок яйцом и залепить в конверт. Выпекаю я такое тесто по инструкции на упаковке 20 минут 200 градусов. Тесто очень хорошо пропекается, готовим крем из взбитых сливок и сахарной пудры. Получается очень вкусно. Такие конвертики очень легко разделить на слои, это нам и нужно сделать. Каждый конвертик нужно начинить взбитыми сливками и выложить слой из ягод. У меня это клубника, но вы выбираете любимые. К этим слойкам я заварила свой любимый чай, но думаю, чашечка кофе была бы очень кстати. Обязательно попробуйте, очень вкусно. If you've ever got any leftover hot dog buns, you've got to make this French toast. Just slice your hot dog buns into quarters so they look like mini slices of bread. Then crack 2 eggs into a bowl and whisk with milk and vanilla. Dip the bread in the mix and drip off any excess, you don't need to soak them. Then melt some butter in a pan and toast the bread on each side until golden. Whisk together granulated sugar and cinnamon, then coat the bread in the cinnamon sugar on each side. They're soft and doughy and perfect for using up any bun that's a little stale. Enjoy! Here's how to make super easy Kinder cheesecake bars with just 6 ingredients. Crush up digestive biscuits, then pour them into a bowl and mix with melted butter. Press them into your tin, then pop it in the fridge. Melt Kinder chocolate in the microwave, stir until smooth, then let it cool. Whisk together cream cheese, icing sugar, and the Kinder chocolate, then smooth it onto your base. For the topping, melt Kinder chocolate and double cream in the microwave, stirring gently until smooth, then pour it over your cheesecake. Smooth it out, then top with Kinder Bueno pieces if you wish, and refrigerate until set. It's super creamy and so delicious. Enjoy! So I've made lots of fudge recipes, but I've never made this recipe in the microwave, so I wanted to give it a go. Just add the condensed milk and white chocolate to a bowl and microwave in 1-minute intervals, stirring in between. Mine took about 3 minutes. Fold in some broken Oreos, then scoop it into a tin and smooth it out. Refrigerate until set, and that's it. It's super easy. Enjoy! We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not
not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words but they don't mean a thing. You blur the lines between